Привет, меня зовут Лена. Я готовлю ПП-десерты без сахара. Сегодня покажу вам, как приготовить многослойный шоколадный торт Карпаты. Этот красивый тортик поражает не только своей необычной формой, но и обилием слоев в разрезе. При этом тортик очень вкусный, нежно-шоколадный и низкоуглеводный. Для коржей нам понадобится 240 грамм натурального йогурта без добавок, 60 грамм цельнозерновой муки, у меня рисовая, подсластитель, буквально полграмма ванилина, если вы любите его аромат в коржах, и 10 грамм разрыхлителя. Отставляю эти ингредиенты в сторону, а пока займусь белками. 6 яиц разделяем на белки и желтки. Желтки нам понадобятся для крема, а белки отправляем в чистую сухую чашу для взбивания. Для того, чтобы белки после взбивания не опали, необходимо добавить в них либо объемный подсластитель, например, сироп или пудра эритрита, либо ксантановую камедь. Я добавляю 1 грамм ксантановой камеди. Это натуральный ингредиент, который очень помогает в ПП-десертах. Возможные замены пропишу в описании к этому видео. Начинаем взбивать белки на средней скорости. Потом переключаем на высокую. Белки взбиваются довольно быстро, не перевзбейте. Пока белки взбиваются, размешиваем остальные ингредиенты между собой. Как только белки достигли такой консистенции, что стали неподвижны при перевороте чаши, прекращаем взбивание. У меня белки сейчас на грани, они близки к перевзбитым. Видите, часть белков в середине уже стали рыхлыми. В этом рецепте это не критично, все равно все получится, но промешивать их будет немного сложнее. Отправляем небольшую часть белков к остальным ингредиентам. Аккуратно размешиваем. И перекладываем к остальным белкам. Тоже тщательно размешиваем аккуратными движениями лопатки снизу вверх. Вот такое пышное мягкое тесто получается. Выпекать его будем на противнях, застеленных антипригарными ковриками. На каждый противень я отправляю 1/3 теста, это примерно по 180 грамм. Распределяю тесто очень тонким слоем. Стараюсь максимально дойти до края, желательно, чтобы коржи были максимально прямоугольными и по возможности одинакового размера. Таким же образом заполняю второй противень. И отправляю коржи выпекаться в разогретую до 160 градусов Цельсия духовку на 15 минут. Примерно через 10 минут выпечки я поменяла противни местами, чтобы коржи пропеклись равномерно. Как только коржи начинают темнеть с какой-то стороны, значит точно пора доставать. Переворачиваю коврик с коржом на любую ровную поверхность и аккуратно снимаю коврик. Если на антипригарном коврике остаются налипшие кусочки, значит корж немного недопечен. Как видите, пропеченный корж снимается абсолютно чисто. Между коржами выкладываю лист пекарской бумаги, чтобы они не слиплись. И на него второй испеченный корж. Оставшееся тесто распределяем на один противень. Также очень тонким слоем. И отправляем выпекаться также на 15 минут или чуть меньше. Готовый корж выкладываем к остальным. Накрываю пока тем же ковриком, чтобы коржи не просыхали, пока я готовлю крем. Для крема нам понадобится 170 грамм сливочного масла жирностью 82% и 400 грамм рикотты. Эти ингредиенты очень важно достать из холодильника заранее, они должны достичь комнатной температуры. Масло должно хорошо размягчиться. Очень удобно достать ингредиенты в начале выпекания коржей. В теплом помещении они быстро достигнут нужной температуры. Масло просто отставляем в сторону, а рикотту пробиваем блендером до однородности. Чем более гладкая масса получится, тем лучше. Для заварной части крема нам понадобится 320 грамм молока
и 6 желтков, оставшихся от коржей. Небольшую часть молока отправляем к желткам и тщательно размешиваем венчиком. К остальному молоку добавляем 70 грамм какао. Тщательно перемешиваем и нагреваем в сотейнике, немного не доводя до кипения. Вливаем желтки в горячую шоколадную массу, непрерывно помешивая. Отправляем крем на слабый огонь и, продолжая активно помешивать, увариваем до легкого загустения. Визуально готовность можно определить так. Когда вы поднимаете венчик и видите, что от него остается заметный след, значит крем готов. Сразу выключаем огонь и продолжаем помешивать. Добавляем подсластитель. Размешиваем. Когда крем уже немного остыл, добавляем рикотту. Тоже тщательно размешиваем. Этот крем к моменту добавления в масло должен достичь комнатной температуры. Мягкое кремовое масло комнатной температуры отправляем в чашу для взбивания. И на высокой скорости взбиваем его до побеления. Масло можно взбивать долго и не бояться его перевзбить. Должна получиться гладкая, пышная белая масса. Когда масло полностью готово, можно добавлять остальную часть крема. Все ингредиенты в масло нужно вводить не спеша. После введения каждой порции дожидаться, когда она полностью промешается. В идеале буквально по ложечке, особенно если вы не уверены в том, что все ингредиенты одинаковой температуры. Тщательно взбиваем. Если где-то остались непромешанные участки, собираем их лопаткой. Останавливаем взбивание, когда крем приобрел полностью гладкую, однородную консистенцию. Получается вот такой очень пышный, мягкий и очень вкусный крем. В холодильнике он еще существенно загустеет. Выкладываем около 250 грамм крема на первый корж. Распределяем тонким слоем. Хорошо, если при этом корж лежит на противне или широкой доске, чтобы его потом легко было перенести в холодильник. Выравниваем слой крема. Сверху выкладываем второй корж. Избавляемся от всех пузырей, если они возникли. Еще один слой крема, также 250 грамм. Хорошо распределяем. И третий корж сверху. Отправляем заготовку в холодильник примерно на 1 час, чтобы крем немного застыл. Теперь с помощью линейки намечаем линию надреза и разрезаем торт пополам. На одну половину наносим примерно 125 грамм крема. Также хорошо распределяем и перекладываем на нее вторую половину. И еще раз нужно немного охладить. Если вы будете охлаждать больше, чем час, то накройте торт пищевой пленкой. У меня уже вечер, поэтому я отправляю торт в пленке в холодильник на ночь. Оставшийся крем храним в холодильнике плотно закрытым или в кондитерском мешке. Когда торт охладился, срезаем с него неровные бока. Торт режется как по маслу, настолько он пропитанный и однородный. С помощью линейки разделяем на 4 одинаковых прямоугольника. На 2 из них наносим еще слой крема, на каждый кусочек примерно по 30 грамм. Распределяем и перекладываем на них свободные кусочки. Они с застывшим кремом внутри очень стойкие, как кирпичики. Из них легко формируется любая конструкция. Получилось 2 больших кирпичика. Переворачиваем их на бок и разрезаем по диагонали с помощью широкого длинного ножа. Аккуратно, не спеша, прорезаем до самого низа. Получились 4 треугольника, из которых осталось сложить горы.
Аккуратно переставляем первую часть на подложку. Промазываем свободную сторону кремом и подставляем к ней вплотную второй треугольник. Тщательно прижимаем руками, если требуется. Покрываем первую гору кремом. Я немного выравниваю, но не стараюсь довести до идеала. Во-первых, это не просто сделать на торте такой формы. А во-вторых, горы тоже обычно не имеют идеальной формы. Точно таким же способом формируем вторую гору. Получаются вот такие очаровательные горы. Очень необычный вид у этого торта. Чтобы вершины стали снежными, я посыпаю горы кокосовой мукой с помощью сита. И припыляю немного самую верхушку. Получается вот такой очень необычный торт. Смотрится он очень эффектно, и на столе не сразу поймешь, что это торт. Давайте его разрежем. Лучший способ увидеть красивый разрез – это срезать плоский кусочек с одной из гор. Вот такая красота получается. Очень необычно и красиво. Этот торт удивляет своим внешним видом и просто поражает обилием слоев. При этом он очень вкусный. Тонкие ванильные коржи идеально объединились с шоколадным кремом. Вместе они создают нежно-шоколадный вкус и потрясающую многослойную текстуру. За счет того, что в креме масло в небольшом количестве, в нем ощущается сливочность, но нет избыточной жирности, от которой бывает тяжесть в животе. После этого тортика, наоборот, можно почувствовать себя легко и в то же время сыто. К тому же в нем совсем немного калорий и всего 7 грамм углеводов на 100 грамм. Спасибо за лайк, готовьте с удовольствием, готовьте красиво и радуйте своих родных и близких полезными десертами. Пока!